Всем привет, друзья! Самая частая ошибка при замене подшипников – это их замена без точного определения неисправности. Никогда не меняйте подшипники, пока точно не определите, какой подшипник и в каком месте неисправен. Многие при первом подозрении начинают менять подшипники парами, а то и все 4 ступичных подшипника. Это неправильно. Что делать, если появился гул при движении? Нужно проверить каждое колесо отдельно, поддомкратить, покрутить, послушать, есть ли шум, есть ли люфт и так далее. На переднем колесе можно прикоснуться рукой к пружине или другой металлической части. Обычно в руку отдает закусывание, такие перекаты или вибрация. У меня были случаи, когда дело было совсем не в подшипниках. В прошлом году у меня появился сильный гул. Вот как это было. Вот гудит подшипник. Такой скрежет. Слегка поворачивая направо, пропадает. Он то пропадал на длительных расстояниях, то появлялся. Я все проверил и ничего не нашел. Через какое-то время все опять повторилось. Гул был сильный, была вибрация, и я боялся, что не дойдет до дому. А ехал я ночью, и было уже достаточно холодно. Тщательная проверка опять ничего не дала. Через пару месяцев я решил заменить сцепление, снял коробку передач и увидел, что лепестки на корзине износились, и она задевала за корпус коробки. Могла она вызывать гул или нет, утверждать не буду, так как у самого сомнения на этот счет, но исключать ничего нельзя. Затем, пользуясь случаем, что приводной вал был снят, я решил заменить внутренний шрус. Он один у меня стоял давно и не менялся. Оказалось, что износ у него есть и довольно-таки ощутимый. С другой стороны, внутренний шрус я менял несколько лет назад. Он монотонно издавал стуки на скорости при движении. После установки коробки передач и замены шруса гул больше не появлялся, а прошло уже 10 месяцев. Ну и была замена передних тормозных колодок, только уже немного позже. Так, какие еще причины могут вызвать гул, похожий на гул подшипников? У меня был случай, что гудела зимняя резина после перехода с летней резины. Я долго не мог понять, но и решил отложить до весны замену подшипника. Весной переобулся на летнюю, ну и гул пропал. Вот так все просто, решилась проблема. Еще вибрации и гул у меня появились из-за ставшей наперекос тормозной колодки. В общем, причины могут быть и другие, не только в подшипнике. В моем случае была замена сцепления, шруса и передних колодок. Пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал. Кстати, подпишитесь на группу Механоид в Одноклассниках. Ссылку оставлю в описании под видео. Там будут разыгрываться призы и будет много интересного для подписчиков.